Зима в том году не просто пришла. Она обрушилась на пригородные поселки внезапным ледяным щитом. Железная дорога, тянувшаяся через густые сосновые леса, казалась тонкой стальной нитью, прорезающей бесконечную белизну. Именно здесь, на 47-м километре, время словно замедлилось, сосредоточившись в двух живых точках между обледенелых рельсов. Люси, золотистая и хрупкая, лежала неподвижно. Ее мир сузился до боли в позвоночнике и нестерпимого холода, пробиравшегося сквозь шерсть от мерзлого щебня. Она помнила лишь мгновение, яркий свет, оглушительный гудок и удар, который отбросил ее в колею. С тех пор ее лапы перестали слушаться. Она была заперта в пространстве шириной в 1,5 метра, окруженная высокой насыпью, которую не могла преодолеть. Но она была не одна. Панда, крупный лохматый пес с черно-белыми пятнами, напоминающими маску, стал ее личной крепостью. Его инстинкт самосохранения кричал: «Беги, ищи тепло!» Но голос преданности был громче. Он понимал то, чего не понимали проходящие мимо поезда. Люси не может уйти. А значит, не уйдет и он. Первая ночь была самой страшной. Температура опустилась до минус 20 градусов Цельсия. Ветер выл в проводах, создавая жуткую музыку одиночества. Панда не просто лежал рядом. Он буквально накрывал подругу своим телом, делясь последним теплом. Его дыхание создавало маленькое облако пара, которое тут же оседало инеем на их мордах. Когда вдали раздавался первый предрассветный гул, панда напрягался. Земля начинала дрожать. Этот звук предвещал появление стального монстра. Обычная собака в ужасе забилась бы под ели, но панда лишь плотнее прижимал голову Люси к земле. «Пригнись», — казалось, говорил его взгляд. Многотонный товарный состав пролетал над ними, обдавая ледяным ветром и запахом мазута. Колеса стучали в нескольких сантиметрах от их ушей, а панда лишь закрывал глаза, чувствуя, как вибрирует все его существо. Когда хвост поезда исчезал вдали, он снова принимался вылизывать Люси, счищая с ее шерсти снег и грязь. Утром второго дня их заметили. Сначала это был машинист пригородной электрички, который сообщил диспетчеру о препятствии на путях. Затем весть дошла до поселка. Люди, движимые состраданием, потянулись к насыпи. Первым был местный житель, старый путеец Петрович. Он взял со собой миску с теплой кашей и старое одеяло. «Эй, бедолаги, ну как же вы так?» — пробормотал он, спускаясь по скользкому склону. Но стоило ему сделать шаг к Люси, как мирный, изможденный пес превратился в яростного зверя. Панда вскочил. Его лапы скользили по льду, но стойка была твердой. Оскаленные клыки и глухой утробный рык, от которого мороз шел по коже, ясно давали понять: здесь проходит граница. Панда не доверял людям. Для него они были частью того мира, который породил железных монстров, ранивших его подругу. Он не понимал, что в миске еда, он видел в ней угрозу. «Да я ж помочь хочу!» «Дурень!» — кричал Петрович, но пес был непреклонен. Каждый раз, когда кто-то пытался приблизиться, панда делал резкий выпад, защищая Люси. Люди отступали. Они стояли наверху насыпи, беспомощно глядя вниз. Со стороны это казалось безумием. Собака мешает спасению своей пары. Но в логике панды все было иначе. Он был единственным законным защитником в этом холодном мире, и он не собирался сдавать пост. Шло время. Собаки провели на рельсах уже 2 суток. Жажда и голод начали подтачивать силы панды, но его воля оставалась железной. За это время над ними прошло более 40 составов. Каждый раз
Одна и та же смертельная игра в прятки с судьбой. Панда научился определять тип поезда по вибрации. Тяжелые товарники требовали лежать неподвижно, более легкие пассажирские позволяли чуть свободнее дышать. К вечеру второго дня история обросла подробностями в интернете. Волонтеры из города организовали экстренный выезд. Ситуация осложнялась тем, что поезда нельзя было остановить просто так. Это была главная магистраль. У спасателей были считанные минуты между окнами в расписании. Прибывшая группа волонтеров, возглавляемая опытным кинологом Андреем, сразу оценила обстановку. «Видите, как он ее закрывает?» — шептал Андрей коллегам. «Это не агрессия. Это гипертрофированный защитный рефлекс. Если мы сейчас начнем стрелять дротиками с транквилизатором, он может дернуться и свалиться под откос или Люси придавить. Нужно заслужить его доверие». Андрей сел прямо на снег в 5 метрах от собак. Он не смотрел панде в глаза. У собак это вызов. Он начал говорить. Тихим, монотонным голосом он рассказывал псу о доме, о теплых подстилках, о том, что Люси скоро поправится. Панда слушал. Его уши, до этого прижатые к голове, начали поддергиваться. Наступили сумерки. Небо окрасилось в тревожный фиолетовый цвет. Из-за леса послышался очередной гудок. Это был скорый. Киев, Ужгород. «Всем назад», — скомандовал Андрей. Спасатели замерли на насыпи. Это был самый страшный момент операции. Панда уже привычно подошел к лежащей Люси. Он не просто лег рядом, он положил свою тяжелую голову ей на шею, словно прижимая ее к земле своим весом, чтобы порыв ветра от скоростного поезда не перевернул ее. Поезд пронесся вихрем. Снежная пыль полностью скрыла собак из виду. Секунды казались часами. Когда осела белая взвесь, люди увидели, что панда все так же стоит над Люси, отряхиваясь от снега. Этот момент стал переломным. Андрей понял, что пора. Он медленно пополз к ним, протягивая руку ладонью вверх. Панда зарычал, но на этот раз в его рыке не было прежней уверенности. В нем была мольба о помощи. «Все, парень, ты справился. Ты лучший пес на свете. Теперь моя очередь», — шептал Андрей. В какой-то момент панда опустил голову и лизнул руку человека. Это был белый флаг. Собака доверила человеку самое дорогое, что у нее было — жизнь своей подруги. Эвакуация прошла как в тумане. Люси бережно подняли на носилках. Панда не отходил ни на шаг, следуя за волонтерами вплоть до самой машины. Всю дорогу до клиники он сидел в багажнике рядом с ней, положив морду ей на бок, контролируя каждое движение врачей. В это время в другом конце города семья Денисовых не спала вторую ночь. Их питомцы, Панда и Люси, исчезли со двора, испугавшись взрыва петарды во время прогулки. Они обыскали все окрестности, но не могли предположить, что собаки уйдут так далеко, к железной дороге. Когда хозяин увидел в ленте новостей знакомые пятна на шкуре панды, он не поверил своим глазам. Встреча в клинике была эмоциональной. Панда, увидев хозяина, впервые за 2 дня позволил себе расслабиться. Он буквально рухнул на руки человеку, скуля и жалуясь на все, что им пришлось пережить. Люси потребовалась операция. Оказалось, что у нее были серьезные ушибы и временный паралич из-за отека тканей. Врачи давали осторожные прогнозы, но верность панды сотворила чудо. Весь период реабилитации он был ее персональным тренером. Когда Люси начала делать первые шаги на газоне перед домом, панда шел рядом, подставляя свой бок, если она начинала покачиваться. Эта история не просто о животных. Она о том, что преданность не знает границ, а любовь способна выстоять против холода, голода
и многотонных стальных машин. 47 километров путей навсегда остались в их памяти, но теперь, лежа на теплом коврике дома, Панда знает, его вахта окончена. Он спас свою Люси.